Приветствую. Сегодня хотел бы поговорить о поддержке наших мобильных устройств, телефонов, может у кого-то еще какие-то есть в дороге. То есть в тот момент, когда мы перемещаемся на работу, с работы или какие-то более длительные поездки, нам постоянно нужно фактически иметь с собой три вещи для того, чтобы быть максимально энергонезависимым. Кроме, соответственно, самого телефона, это у нас кабель какой-то, которым можем телефон подключить к чему-то. Второй момент, например, powerbank может быть, или же какая-то вилка, которая позволит кабель подключить к источнику питания, к розетке, еще к чему-то. И вот об этом мы и сегодня поговорим. Значит, первый момент, это начнем с кабеля. Некоторое время назад я приобрел вот такую вот систему, Budi или Badi называется. Это китайский такая система удлинителей, но не только. То есть она вот таким вот образом раскрывается. У нас есть кабель USB-C на USB-C. В меру длинный, в принципе, достаточно для тех или иных задач. Тут же есть переходники Lightning, microUSB и USB-A. Еще интересна вот эта система тем, что здесь есть очень много различных слотов под карточки, под SIM-карты. Есть карт-ридер, прямо можно подключить. Тут еще карточки можно вставить, то есть достаточно интересное такое устройство. И у него еще даже есть подставка под телефон. То есть позволяет, скажем так, вот таким вот образом поставить телефон, что тоже достаточно интересно. Попользовался некоторое время, мне показался, как-то, наверное, не очень. Достаточно толстый, хотелось что-то поменьше, потоньше и так далее. Следующим я приобрел вот такой вот, как это называется, InCharge 6X. Это такой очень маленький, очень короткий проводочек. Они вот таким вот образом раскладываются, вот эта система. Оно с магнитиком. То есть оно даже рассчитано таким образом, что можно повесить как брелок на ключи. И классно здесь тот момент, что это фактически 6 в одном. То есть мы видим USB-A, здесь получаем USB-C, если нам требуется. С другой стороны у нас есть USB-C. Но если вот так вот разложить, получаем Lightning, и заодно это является microUSB. Есть InCharge более новая версия, в которой тут колпачок именно прикреплен к проводу, но немножко длиннее. Но если не ошибаюсь, они избавились в этом Lightning от microUSB. Так что в этом случае вот этот элемент, как по мне, немного более интересен. Маленький, компактный, то есть реально как на ключи можно повесить, так и положить куда угодно. Потом я нашел очень интересную систему, решил попробовать. Это у нас LAR, не знаю, как это правильно читать. Так, по крайней мере, Cable Card, оно так называется. То есть кто-то придумал достаточно тоненькое, но при этом очень многофункционально. То есть действительно очень многофункционально. Так, если попытаемся открыть, то мы видим здесь очень много различных элементов. То есть у нас есть тоже достаточно длинный кабель, как кабель USB-C to USB-C, как в Budi или Badi. И он сразу же подключен к этому устройству. Зачем? Потому что у него здесь есть встроенная зарядка, бесконтактная зарядка, во-первых. И, во-вторых, у него есть лампочка. Фонарик, как можно назвать. Но вот интересная особенность, что он вот только так открывается. Для чего это сделано? Что он может быть подставочкой. То есть его можно вот таким вот образом подставить, положить. И вот таким вот образом на него можно поставить телефон. И будет такая вот подставочка для того, чтобы он стоял. Ну, не знаю, спорный вопрос. Уже кому как удобно. Интересно еще тем, что у него здесь есть только 2 слота для наносимок почему-то и только 1 слот для микрокарточки.
И у него еще скрепка даже входит в комплект. И есть переходники на micro-USB, на Lightning и на USB-A. Относительно... Так, дальше покажу чуть попозже. Вот такой вот интересный. Так, все сложим. Достаточно компактный. У меня с собой, кстати, лежит. Весит немного. Так, это что относится к проводам, кабелям. Дальше перейдем к пауэрбанкам. Как один из вариантов, как носимых пауэрбанков, может быть вот такое вот устройство, позволяющее, это у меня Phoenix от фирмы Phoenix, позволяющее вставить любой аккумулятор. В данном случае это 18650 элемент. И просто или же это будет зарядкой, или же оно станет пауэрбанком. То есть таким вот образом можно к нему подключиться. И, соответственно, с помощью него что-либо заряжать. Как по мне, немного не такое удобное. Если какой-то рюкзак, сумка, может быть, ну, и достаточно большая. Если компактная сумочка или там сумка на пояс, ну, наверное, немного маловато. Ой, вернее, слишком крупный, слишком большой. Ну, как говорится, каждому свое. Я для себя выбрал другой вариант. Нашел такой интересный пауэрбанк. Очень тоненький. 3500 мАч. Это Tentor. Версия WT HC20P. Вот такой вот интересный аккумулятор. Чем он интересен? Во-первых, он очень маленький, очень тоненький. Во-вторых, у него уже есть один проводок. Есть две версии. Есть версия с USB-C и есть с Lightning. Соответственно, можно прямо взять телефон, если у вас там Lightning, подключить, и, соответственно, даже не надо никакого кабеля. Как видим, он уже начинает заряжать. Если же у вас USB-C и у вас, здесь USB-C-A, Lightning, вам надо зарядить USB-C, вам ничего не мешает взять один из этих проводов. Так, с другой стороны. Подключить его, это же является и зарядкой, и разрядкой, скажем так. Очень компактный, фактически хватает на заряд на один, ну, может, какие-то супер навороченные телефоны, ползаряда, то есть иметь возможность зарядить где-то свое мобильное устройство вот таким вот маленьким, компактным, фактически, ну, чуть больше карточки, и по толщине, ну, 3 визитные карточки. Как по мне, очень, очень шикарное устройство. Так, вставляется. Есть. Так, и последний момент, который хотел показать, это вилка, которую можно точно так же переносить с собой. Она очень компактная. У меня это Ugreen. Причем видим достаточно маленькая, не тяжелая. И причем поддерживает аж 65 Вт. То есть в этом случае с помощью вот этого элемента я могу заряжать или питать даже ноутбуки. Это очень-очень прикольно. То есть, скажем так, теперь подсуммируем. Если как бы с собой носить, вот у меня в данный момент вот такой набор. То есть есть пауэрбанк, есть короткий кабель, чтобы зарядить. И если нужно, чтобы с собой еще иметь вилку, то может быть такой вариант. Здесь можно как-то дополнить вот так вот, или даже поменять вот таким вот макаром, или даже вот такой вариант. То есть вариаций достаточно много, достаточно интересных, достаточно легких причем, потому что вот это весит очень мало, вот этот аккумулятор, пауэрбанк тоже достаточно не тяжелый, и получается достаточно удобно. Если кому понравилось видео, ставим лайки, есть вопросы, пишите, отвечу.